Добрый день! Начинаем четвертое практическое занятие решение задач на тему преобразования комплексного чертежа. На прошлой практике мы с вами решали задачи позиционные и метрические на двухкартинном комплексном чертеже. В основном они были связаны с построением перпендикуляра и определением натуральной величины. Некоторые задачи начертательной геометрии, особенно сложные, бывает затруднительно решать на комплексном чертеже, элементарно из-за того, что получается много этапов построения, которые накладываются друг на друга и загромождают чертеж. Но мы знаем, что метрические задачи можно решать с помощью способов преобразования комплексного чертежа. И сегодня мы попробуем решить некоторые из них как раз таки с помощью способов преобразования. Давайте вернемся к лекции и вспомним, какие же у нас есть способы преобразования и что мы, собственно, можем преобразовать. Способов преобразования на самом деле достаточно много, но на данном курсе мы рассматриваем основные из них. Это способ замены плоскостей проекции, плоскопараллельное перемещение и способ вращения вокруг проецирующей прямой или вокруг прямой уровня. Ну и преобразовать можно этими способами прямую общего положения в прямую уровня, прямую уровня затем преобразовать в проецирующую прямую и плоскость. Можно преобразовать плоскость общего положения в проецирующую плоскость и преобразовать плоскость проецирующую в плоскость уровня. Эти четыре основные задачи, решаемые любым из представленных способов, нам пригодятся при решении метрических задач начертательной геометрии. Сегодня мы порешаем 4 задачи, которые по сути повторяют задачи из предыдущей практики. Исходные данные даже останутся теми же самыми. Итак, давайте напомню вам два этапа преобразования прямой, и затем мы рассмотрим преобразование плоскости. Мы увидим, что преобразование плоскости – это следствие этапов преобразования прямой. И, как я говорил, у нас два этапа. Первый этап – это преобразование прямой общего положения в прямую уровня. Мы должны либо плоскость проекции расположить параллельно прямой, либо саму прямую повернуть и расположить параллельно плоскости проекции. В таком случае она станет прямой уровня. И затем прямую уровня можно преобразовать в проецирующую прямую, опять-таки, либо повернув плоскость проекции относительно прямой, либо повернув саму прямую относительно плоскости проекции, приведя ее таким образом к проецирующему положению. Почему вообще два этапа преобразования прямой? Да все очень просто, потому что нам нужно сделать два поворота прямой относительно каких-либо координационных осей. В таком случае мы можем получить любое ее положение в пространстве. Давайте вам расскажу немного о преобразованиях плоскости на примере из первой задачи. Исходные данные первой задачи остались такими же, как у первой задачи из третьего практического занятия. Ну и само задание по сути то же самое. Определить натуральную величину расстояния от точки А до плоскости дельта, заданной параллельными прямыми М и L. Только решить эту задачу в данном случае нужно способом замены плоскостей проекции. Так, давайте подробнее о способе замены плоскостей проекции. Вот та же самая модель, построенная по исходным данным первой задачи. Это плоскость дельта, заданная параллельными прямыми М и L, и точка пространства А. Ну и также на плоскостях проекции я показал их проекции, фронтальную и горизонтальную. Нам нужно определить расстояние от точки А до плоскости. Значит, нужно найти это расстояние на перпендикуляре к плоскости. Как я вам говорил, перпендикуляр будет в натуральную величину, если мы спроецируем его на плоскость, параллельную этому перпендикуляру. Ну и если плоскость параллельна перпендикуляру, то эта плоскость перпендикулярна к плоскости дельта, и соответственно плоскость дельта спроецируется в прямую. То есть нам нужно спроецировать плоскость дельта в прямую,
А как мы знаем, это первое преобразование плоскости. Преобразование плоскости общего положения в плоскость проецирующую. Тогда мы сможем увидеть натуральную величину расстояния от точки до плоскости. Каким образом можно сделать это преобразование? Как вы видите, сейчас я вращаю модель, то есть располагаю свою плоскость относительно наблюдающего так, как это нужно. То есть я могу поворачивать направление взгляда, то есть менять плоскость проекции. Итак, наша плоскость проекции, получается, должна располагаться перпендикулярно к плоскости общего положения, то есть чтобы плоскость общего положения стала проецирующей. Каким образом это можно сделать? В плоскости множество прямых, и преобразовать плоскость общего положения в проецирующую плоскость можно, преобразовав любую прямую плоскости в проецирующую прямую. А как мы знаем, прямая преобразуется в проецирующую прямую в два этапа. Верно? Вначале мы преобразовываем прямую общего положения в прямую уровня, затем прямую уровня преобразуем в прямую проецирующую. Но что если взять в плоскости сразу прямую уровня? Найти в плоскости прямую уровня и преобразовать ее в проецирующую прямую. Тогда в один этап мы получим, что одна из прямых плоскостей преобразуется в проецирующую прямую. Соответственно, раз одна из прямых плоскостей станет проецирующей прямой, любая прямая, то сама плоскость станет проецирующей. Именно поэтому для того, чтобы преобразовать плоскость, в ней берут прямую уровня, горизонталь или фронталь. В данном случае у меня в этой плоскости уже задана горизонталь. Ну и сразу построены ее проекции. Фронтальная проекция горизонтали и горизонтальная проекция горизонтали. Итак, в плоскости есть прямая уровня. И для того, чтобы сделать прямую уровня проецирующей прямой, мне нужно расположить новую плоскость проекции перпендикулярно этой горизонтали. А как мы знаем, горизонтальная проекция горизонтали, она параллельна самой горизонтали. Поэтому если мы проведем плоскость перпендикулярную к горизонтальной проекции горизонтали, то эта плоскость будет перпендикулярна самой горизонтали. Эта плоскость проекции, по сути, и будет преобразованной фронтальной плоскостью проекции. В этом и заключается суть способа замены плоскостей проекции. Итак, новая плоскость проекции P2, назовем ее P4, будет проходить перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали. Вот мы провели плоскость P4. Она также перпендикулярна плоскости P1 и перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. Вот горизонтальная проекция горизонтали. Вот плоскость P4, перпендикулярна ей. И она нам задает новую ось между плоскостями P1 и P4. Затем, спроецировав наши геометрические элементы на новую плоскость проекции, мы получаем новую преобразованную проекцию этих элементов. И затем, повернув эту новую плоскость проекции до совмещения с предыдущей плоскостью проекции, мы получим плоский чертеж. На новой плоскости P4, как мы видим, плоскость спроецировалась в прямую, а горизонталь спроецировалась в точку. Но при этом все высоты точек остались неизменными, потому что мы, по сути, повернули
плоскость P2. Все высоты точек остались при этом неизменными. Поэтому на новой плоскости проекции P4 и, соответственно, на проекции P4 координаты точек будут соответствовать координатам точек на P2. Плоскости проекции называют в соответствии с четностью. P2 стало P4. Давайте разберем этапы решения этой задачи на плоском чертеже. Итак, плоскость дельта задана параллельными прямыми M и L. Нам нужно построить горизонталь, принадлежащую плоскости дельта. Затем нам нужно провести новую плоскость P4, которая перпендикулярна нашей плоскости дельта. Ну и она перпендикулярна горизонтали, соответственно, x1,4, ось x1,4 перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. Ну и нам нужно построить проекцию плоскости дельта на P4. Ну и остальных элементов тоже. Это у нас точка А. И третьим этапом задачи у нас идет непосредственно определение расстояния от точки до плоскости дельта. Мы определяем его на перпендикуляре, который проводим через точку А, обозначим перпендикуляр N на перпендикуляре к плоскости дельта. Получаем проекцию перпендикуляра на P4, и она будет перпендикулярна проекции плоскости дельта на P4, так как плоскость дельта у нас проецируется в прямую. И на пересечении прямой N с плоскостью дельта мы получим точку К. То есть на пересечении проекции N4 и дельта 4 мы получим проекцию точки К4. Расстояние А4 К4 на проекции P4 и покажет нам натуральную величину отрезка АК. Останется решить последний, но немаловажный пункт. Хоть задача уже на этом этапе решена, но решение задачи нужно вернуть в свое исходное положение на плоскости проекции P1 и P2. То есть нам нужно найти проекции точки К, которую мы нашли, на P1 и P2. Тогда задача будет считаться решенной полностью. Давайте приступим к решению этой задачи на комплексном чертеже. Мы видим, что у нас двухкартинный комплексный чертеж, но он безосный. Ось при решении метрических задач нам обязательно нужно проводить, поэтому давайте возьмем и проведем произвольно ось x1, 2. Провели, и нам нужно для того, чтобы определить натуральную величину перпендикуляра от точки А к плоскости дельта, преобразовать плоскость дельта в проецирующую плоскость. Это первое преобразование плоскости общего положения. И чтобы это проделать, нам нужно взять прямую уровня на этой плоскости. Ну и давайте, как в примере с модели, возьмем горизонталь. Проведу произвольную горизонталь этой плоскости. Вот так. И найду ее горизонтальную проекцию. Нашел горизонтальную проекцию. Теперь начинаем непосредственно преобразование чертежа. Нам нужно провести новую ось X, которая обозначает новую плоскость проекции. И она должна быть перпендикулярна, как я уже показывал, горизонтальной проекции горизонтали. То есть она должна быть перпендикулярна той проекции прямой уровня, которую мы видим в натуральную величину. В данном случае мы видим натуральную величину горизонтали на P1. В этом случае угол 90 градусов с прямой будет в натуральную величину. И, соответственно, мы можем судить о том, что плоскость P4 будет перпендикулярна горизонтали. Провели в произвольном месте перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали новую ось x1, 4. И, соответственно, по одну сторону у нас лежит проекция P1, горизонтальная проекция. Она осталась на своем месте. А по другую сторону мы будем строить новую фронтальную проекцию P4.
И, соответственно, у нас линии связи в новых плоскостях проекции P1, P4 будут идти перпендикулярно оси x1, 4. И давайте построим проекции этих геометрических элементов на P4. Это точка А, прямая М и прямая L. Прямые мы определяем двумя точками. Поэтому на каждой прямой нужно взять по 2 точки. По одной точке уже есть на каждой прямой. Давайте произвольно построю вторую точку на каждой прямой. Вот таким образом. Но хоть прямая и определяется двумя точками, у нас здесь есть дополнительное условие, что две прямые параллельны. Поэтому нам будет достаточно двух точек на одной прямой и одной точки на другой прямой. Потому что вторая прямая параллельна первой. Поэтому точка 4 лишняя, я ее уберу. У нас есть точки на прямой М. Мы можем построить проекции этих точек на P4 и получить прямую М. У нас есть точка на прямой L. Мы можем построить проекцию прямой L на P4. И у нас есть проекции точки А. Мы можем построить проекцию точки А на P4. Как я вам говорил, на плоскости P4, а это преобразованная плоскость P2, высоты точек, то есть координаты Z, остаются неизменными. Поэтому для того, чтобы построить точки на P4, нам нужно провести линии связи перпендикулярно оси X и от оси X отложить координату Z, которую мы возьмем с плоскости P2, тоже от оси X. Проведем линии связи. Точки 1 и 2 лежат на одной линии связи, точка 3 на второй и точка А на третьей линии связи. Давайте построим проекции этих точек на P4, откладывая координаты, которые мы берем с P2. И давайте для первого раза я отмечу, какие конкретно координаты я буду брать на P2. Координата Z для точек 1 и 2, координата Z для точки 3 и координата Z для точки А. Откладываем их на P4 также от оси X. Отложили координаты Z точек на P4 от оси X1, 4 на соответствующих линиях связи. Координаты Z мы взяли с плоскости проекции P2 от оси X1, 2 до точки. И что мы увидели на P4? Проекции точек 1 и 2 на P4 совпали, потому что так и должно было получиться. Эта прямая H должна была стать проецирующей. Ну и по построению получается абсолютно то же самое. У этих точек одинаковые высоты, и эти точки лежат на одной линии связи. То есть теперь прямая, она стала проецирующей прямой. И проведем проекции прямых М и L. Прямая М проходит через точки 1 и 3 и на проекции P4 занимает такое положение. Прямая L проходит через точку 2 и параллельно прямой М, соответственно, проходит в том же месте. Плоскость проецирующая, любая ее прямая спроецируется в эту прямую. Мы получили проецирующую плоскость. Теперь последний пункт задачи, третий, нам нужно построить перпендикуляр к проецирующей плоскости из точки А и тем самым получить натуральную величину этого перпендикуляра. То есть здесь мы уже можем отметить, что это и есть натуральная величина отрезка АК, а точка К, вот она, лежит на плоскости дельта. Вот в таком виде задача решена. Давайте чисто из спортивного интереса сравним получившиеся результаты здесь и то, что мы делали на предыдущей паре. Исходные данные одни и те же, значит измерения должны быть одни и те же. 47,62
На прошлой паре натуральная величина получилась 47,68. Ну, небольшая погрешность. Как вы видите, результат получился тем же самым. Хотя здесь мы строили натуральную величину на двухкартинном чертеже. Здесь мы уже строили натуральную величину на двухкартинном чертеже с преобразованиями, способами преобразования комплексного чертежа. Но задача не будет считаться до конца решенной, если мы не найдем обратно проекцию точки К и вообще отрезка АК на исходных двух проекциях. То есть на исходных данных у нас все еще нет перпендикуляра, определяющего натуральную величину. Расстояние от точки А до плоскости дельта. Давайте попробуем это найти. Здесь нужно вспомнить, что натуральную величину мы видим только для прямой уровня. То есть если мы здесь видим натуральную величину прямой АК, значит она является прямой уровня в плоскостях проекции P1, P4. Здесь натуральная величина на P4, на P1, значит она будет параллельно оси X, проходить через точку А. То есть чтобы построить горизонтальную проекцию отрезка АК, нам нужно построить через точку А прямую параллельно оси x1, 4. Тогда отрезок АК будет являться фронталью и вполне логично здесь иметь натуральную величину. Значит, точка К лежит на этой прямой. Строим проекцию точки К1 по линии связи. Итак, здесь мы получаем точку К1. Получили горизонтальную проекцию отрезка АК, зная, что он параллелен оси x1, 4. Как же получить фронтальную проекцию отрезка АК? У нас уже есть две проекции этого отрезка, и неважно, на каких они плоскостях проекций. А значит, чертеж обратимый, мы знаем точное положение этого отрезка в пространстве. У нас есть все его координаты. Ну и К2 будет лежать на одной линии связи с К1. Линию связи восстановили. А какая же высота точки К? Вы спросите. А вот она. Высота точки К отмеряется на π4. То есть мы можем обратно вернуть координату z с π4 на π2. И это будет абсолютно правильно. Измеряем координату z точки К на π4. Измерили и откладываем эту величину на π2. Отложили координату z точки К на линии связи. Измерили мы ее на π4. И получили фронтальную проекцию точки К. И, соответственно, получили фронтальную проекцию отрезка АК. Теперь мы получили проекции перпендикуляра на двух проекциях исходных на π2 и на π1. Теперь задача решена. Можете сравнить с результатом, получились ли у вас такие же проекции отрезка АК на предыдущей паре на первой задаче. Если да, то все построено верно. Это будет небольшая проверка. Давайте приступим к решению второй задачи. Здесь у нас то же самое условие, что в первой задаче. Единственное, что нужно решить ее способом плоско-параллельного перемещения. Давайте вам напомню способ плоско-параллельного перемещения и его отличие от способа замены плоскостей проекции. Ну и покажу сразу на примере плоскости. Преобразование прямой способом плоско-параллельного перемещения можно смотреть в лекции. При способе плоско-параллельного перемещения мы перемещаем не плоскость проекции, а сам объект относительно плоскости проекции с поворотом. Вот те же самые исходные данные, плоскость дельта, заданная прямыми М и L, и ее горизонталь, также точка А пространства. Как мы помним, мы преобразовывали горизонталь в проецирующую
прямую с помощью одного преобразования. Обратите внимание, что здесь горизонталь, она параллельна горизонтальной плоскости проекции. Значит, если мы ее в плоскости параллельной P1 повернем и сделаем проецирующей прямой, то вот новая проекция фронтальная даст нам проецирующую плоскость дельта. Что и делается по сути. Вот у нас горизонтальная проекция. Здесь горизонталь в натуральную величину. И значит угол с плоскостью проекции будет в натуральную величину. Поэтому если мы возьмем целиком эту горизонтальную проекцию и повернем целиком так, чтобы горизонталь стала перпендикулярна оси X, перемещаем мы точки в плоскостях, естественно, параллельных горизонтальной плоскости проекции, их высоты не меняются. Ну и по итогу получаем следующую картину на фронтальной плоскости проекции. Плоскость спроецировалась в прямую. Ну, это логично, потому что горизонталь спроецировалась в точку. Это первое преобразование плоскости способом плоскопараллельного перемещения, и именно его мы будем делать. То есть первым делом нам нужно будет переместить с поворотом горизонтальную проекцию, если мы используем, конечно, горизонталь. Ну и вторая операция — это построить новую фронтальную проекцию, перемещая точки от одной фронтальной проекции к новой параллельно оси X, параллельно P1 по сути. Ну и давайте, раз уж начали про преобразование говорить, я вам сразу покажу второе преобразование плоскости. Я забыл о нем упомянуть. Вот у нас уже есть плоскость проецирующая. Мы преобразовали плоскость общего положения, получили плоскость проецирующую. Второе преобразование — это плоскость проецирующую преобразовать в плоскость уровня. Ну, здесь все проще. Здесь нам нужно взять вот фронтальную проекцию и повернуть так, чтобы она стала параллельно оси. Потому что мы знаем, что у плоскости уровня одна из проекций параллельно оси X и проецируется в прямую. Ну и тогда мы достраиваем новую горизонтальную плоскость проекции, при этом получаем плоскость в натуральную величину, ну так как это плоскость уровня. Здесь проекции прямых, они параллельны и равны их оригиналам. Вот такие два преобразования плоскости. Ну и для того, чтобы решить задачу на определение расстояния от точки до плоскости, нам будет достаточно сделать первое преобразование, получить фронтально проецирующую плоскость и найти расстояние на фронтальной проекции. Давайте выполним это задание на чертеже. Пройдемся по этапам решения. Значит, в примере мы рассмотрели всю ту же плоскость, где мы использовали в качестве прямой уровня горизонталь. Но давайте при решении на чертеже не будем повторяться, будем использовать уже фронталь плоскости. И давайте запишем алгоритм. Плоскость дельта, заданная параллельными прямыми M и L. Первым этапом нужно построить фронталь этой плоскости. Второй этап. Мы делаем фронталь, проецирующий прямой. То есть фронтальная проекция фронтали теперь должна быть перпендикулярна оси X. И тогда плоскость будет перпендикулярна P1 и спроецируется в прямую. Ну и новую горизонтальную проекцию плоскости дельта нам нужно найти. Также нужно найти новую горизонтальную проекцию точки А. И третий этап. Через точку А, через новую ее горизонтальную проекцию мы проводим перпендикуляр n, перпендикулярно плоскости дельта. Соответственно, n1 штрих будет перпендикулярно дельта 1 штрих. Штрих обозначает, что это у нас преобразованная уже проекция. При пересечении прямой n с плоскостью дельта мы получаем точку К. Ну, получаем мы ее на нашей новой горизонтальной проекции.
И отрезок А1 штрих, К1 штрих как раз таки покажет нам натуральную величину отрезка АК. По сути, задача будет решена, но опять-таки для того, чтобы решить ее до конца, нужно найти точку К в проекции P1 и P2, то есть на исходном чертеже. Этапы решения очень похожи на способ замены плоскостей проекций. По сути, мы делаем одни и те же операции, просто разными способами. И давайте начнем решать эту задачу. Как я уже сказал, давайте возьмем в качестве прямой уровня этой плоскости фронталь и будем преобразовывать ее. Проведем произвольно горизонтальную проекцию фронтали, покажем, что она принадлежит плоскости и найдем ее фронтальную проекцию. Итак, у нас есть фронталь плоскости. На P2 она у нас в натуральную величину, значит угол наклона ее к горизонтальной плоскости проекции в натуральную величину. Кстати, обратите внимание, что я провел ось x1, 2. Нам нужно расположить фронталь под углом 90 градусов к плоскости P1. Значит, мы берем всю нашу фронтальную проекцию и перечерчиваем ее на свободном участке, расположив фронтальную проекцию фронтали перпендикулярно оси X. Ну и давайте начнем. Вот мы перечертили фронтальную проекцию фронтали, расположили ее в свободном месте, но так, чтобы она была перпендикулярна оси X. Теперь нам нужно перечертить всю остальную проекцию. Ну и каким образом это можно сделать? Давайте вам покажу способ переноса точек по известным двум точкам. Две точки на фронтали мы уже можем перенести на проекцию фронтали. То есть мы берем первую точку, переносим, измеряем расстояние между первой и второй точкой и переносим вторую точку с помощью циркуля элементарно. Перенесли. Точки мы обозначаем со штрихом, потому что это у нас уже преобразованная фронтальная проекция. Давайте перенесем на нашу новую фронтальную проекцию точки А. Итак, как можно это сделать? Нам известно расстояние от точки 2 до точки А, то есть мы можем его замерить. Нам известно расстояние от точки 1 до точки А, то есть уже два измерения относительно двух точек есть. Мы можем перенести с помощью циркуля. С помощью циркуля замеряем расстояние от точки 1 до точки А, строим дугу. С помощью циркуля измеряем расстояние от точки 2 до точки А и строим дугу. Итак, вот построили дугу от точки 2 и от точки 1, измерив расстояние отсюда, и получили преобразованную проекцию точки А. Ну и для того, чтобы перенести прямые М и L на новую плоскость проекции, нам нужно, как и в том случае предыдущем, взять на одной прямой одну точку, а другая прямая будет параллельно. Поэтому возьмем произвольно точку на прямой М, взяли точку 3 на прямой М и давайте перенесем ее также тем же способом, который я только что показал. Измерим расстояние от точки 1 до точки 3 и измерим расстояние от точки 2 до точки 3. И вот здесь на пересечении дуг мы получили преобразованную фронтальную проекцию точки 3. Проведем проекцию прямой М, она проходит через точки 1 и 3. Назовем ее М2 со штрихом, ну и проведем проекцию прямой L через преобразованную проекцию точки 2 и прямая L параллельно прямой М. Вот таким образом получили преобразованную фронтальную проекцию, то есть мы по сути взяли ее, скопировали и повернули так, чтобы фронталь стала перпендикулярна оси X. Все перемещение у нас шло в плоскостях параллельных фронтальной плоскости проекции, поэтому все глубины точек остаются неизменными, поэтому мы можем уже построить горизонтальную проекцию преобразованную, найдя точки по линии связи и перенеся их глубины тоже по линиям параллельным оси X. Давайте это проделаем. Спроецировали точки 1 и 2 на фронтали. Как мы видим, они лежат на одной вертикальной линии связи.
Ну и здесь на горизонтальной проекции они имели одинаковую глубину, соответственно, в новой преобразованной проекции они совпали, и сама прямая спроецировалась в точку. Соответственно, плоскость спроецируется в прямую. Давайте построим точку 3 плоскости. Прямая М проходит через точки 1 и 3, соответственно, на горизонтальной проекции проведем горизонтальную проекцию прямой М. Ну а прямая L проходит через точку 2 и параллельно прямой М. То есть, если мы проведем через ту же точку, она совпадет с проекцией прямой М. И вообще вся плоскость спроецируется в прямую. И давайте найдем новую горизонтальную проекцию точки А. Вот мы получили преобразованную проекцию плоскости дельта и точки А. Ну и здесь, на этой плоскости проекции, соответственно, раз плоскость спроецировалась в прямую, расстояние от точки до плоскости покажет перпендикуляр, который здесь будет в натуральную величину. Здесь будет точка К. На пересечении перпендикуляра с горизонтальной проекцией плоскости дельта. Ну и обозначаем, что отрезок А1', К1' это натуральная величина отрезка АК. И давайте саму прямую я обозначу как n. По сути, задача уже решена. Мы нашли натуральную величину отрезка АК, показывающую расстояние от точки А до плоскости дельта. Ну, давайте найдем проекцию отрезка АК и, соответственно, прямой n на остальных проекциях. Итак, если здесь показана натуральная величина отрезка АК, отрезком А1', К1', то это значит, что эта прямая в этих проекциях является прямой уровня. Соответственно, на π2 она будет параллельна оси x. Это значит, что это горизонталь. Проводим через точку А2' прямую горизонтальную и найдем на ее проекции проекцию точки К по линии связи. Кстати, обратите внимание, здесь очень хорошо читается теорема о перпендикулярности прямой и плоскости. Фронтальная проекция перпендикуляра к плоскости перпендикулярна к фронтальной проекции фронтали этой плоскости. Кстати, то же самое было в способе замены плоскостей проекции на вот этой проекции. Просто я забыл об этом упомянуть. Теперь нужно перенести проекции точек обратно на π2 и π1. Но давайте здесь воспользуемся как раз таки теоремой о перпендикулярности прямой и плоскости. Перенесем фронтальную проекцию точки К на фронтальную проекцию перпендикуляра, которую мы построили перпендикулярно фронтальной проекции фронтали. Просто измеряем длину циркулем, переносим на этот отрезок. Нашли проекцию точки К на π2, ну и найдем на π1. Во-первых, точка К1 лежит на вертикальной линии связи. И точка К имеет ту же глубину, поэтому здесь переносим по горизонтальной линии. Получаем горизонтальную проекцию точки К. И, соответственно, получаем горизонтальную проекцию перпендикуляра. Теперь можно сказать, что задача решена полностью. Ну и давайте из интереса измерим натуральную величину, полученную способом плоско-параллельного перемещения, и сравним с величиной, полученной по способу замены плоскостей проекции. 47,63, 47,62. Ну, получили одну и ту же величину, только решили мы задачу уже способом плоско-параллельного перемещения. Способ замены плоскостей проекции требует больше пространства листа в произвольном направлении, а способ плоскопараллельного перемещения требует больше пространства листа именно в горизонтальном направлении, поэтому нужно решать самостоятельно, каким способом удобнее решать задачу именно в данный момент.
Давайте решим задачу 3. И эта задача повторяет четвертую задачу из предыдущей практики. Определить натуральную величину расстояния между параллельными прямыми m и l. Но единственное, что в этот раз нужно решить задачу способом замены плоскостей проекции. Исходные данные остались теми же самыми. Есть две параллельные прямые m и l. И давайте подумаем, как можно решать эту задачу. Как мы решали эту задачу? Мы проводили плоскость перпендикулярную к данным двум прямым и на этой плоскости видели натуральную величину расстояния между прямыми. Соответственно, если мы не можем уже провести плоскость перпендикулярную к данным прямым, давайте сделаем эти прямые перпендикулярными к плоскости, то есть преобразуем их в проецирующие прямые. Они параллельны, значит, если мы одну из них преобразовываем в проецирующую прямую, вторая тоже, соответственно, преобразуется в проецирующую прямую. Значит, мы берем одну прямую и преобразуем ее в проецирующую прямую. Как мы знаем, в случае с прямой общего положения у нас будет два этапа преобразования. Прямую общего положения мы преобразуем в прямую уровня для начала, а прямую уровня преобразуем в проецирующую прямую уже. Ну и давайте рассмотрим алгоритм решения этой задачи. Исходные данные прямая m параллельно прямой L. Нужно преобразовать прямую m в прямую уровня. Ну и давайте преобразуем ее в горизонталь. Поэтому проведем новую горизонтальную плоскость P5. При этом x25, новая ось, будет параллельно фронтальной проекции прямой m. И затем нам нужно найти на P5 проекцию M5 и L5 тоже, соответственно. Это второе преобразование. Нам нужно преобразовать прямую m в прямую проецирующую. На плоскостях проекции P5, P2 она уже является прямой уровня. На P5 она имеет натуральную величину, поэтому новую ось x5, 6 мы проводим перпендикулярно проекции M5. Ну и надо найти проекцию M6 и L6. На P6, на новой фронтальной проекции, они уже будут представлять собой спроецировавшиеся прямые. И последний этап, нужно найти расстояние между прямыми. Оно лежит на перпендикуляре n. Точка А лежит на прямой m, предположим, точка К лежит на прямой L. И, соответственно, точка А6 будет принадлежать проекции М6, К6 будет принадлежать проекции Л6. Задача будет, по сути, решена. Отрезок А6, К6 покажет нам расстояние между прямыми М и Л. Но, опять-таки, последний пункт задачи — вернуть все на исходные проекции, найти проекции точек К1, К2 и А1, А2. Тогда будет задача решена полностью. Первым делом проведем ось x1, 2 и начинаем выполнять первое преобразование. Никаких дополнительных построений нам не нужно. Мы уже имеем прямую m общего положения и можем преобразовать ее в прямую частного положения, конкретно в прямую уровня. Если проведем новую ось x параллельно фронтальной проекции прямой m. Итак, мы провели ось x25, по эту сторону у нас фронтальная проекция, она остается неизменной. По эту сторону будет новая горизонтальная проекция. Кстати, напомню, почему мы называем индексом 5, а не 3. После двойки идет тройка, по сути. Потому что 3 уже занято. 3 это у нас профильная плоскость проекции. А это не профильная плоскость проекции. Прежде чем начать преобразовывать прямые, давайте возьмем точки на этих прямых, но как и в предыдущей задаче, я возьму две точки на одной прямой и одну точку на другой прямой, потому что вторая прямая является параллельной первой. То есть прямая L параллельна прямой M. Одна точка уже есть в исходных данных, обозначу ее как 1. И
Вторую точку обозначу как точка 2. На прямой М2 взял точки 1 и 2. А на прямой L возьму только одну точку, назову ее 3 и возьму ее на той же линии связи, что и точка 2, вот здесь, чтобы не было лишних построений. Вот так, точка 3 принадлежит прямой L. Давайте в новой системе P2, P5 построим линии связи и построим проекции точка 1, 2 и 3, определяющих положение прямых M и L, на P5. Линии связи перпендикулярны оси x2, 5, естественно. И на плоскости P5 от оси x мы откладываем величины, которые берем с плоскости P1, потому что плоскость P5 это преобразованная плоскость P1. И какие координаты мы откладываем на плоскости P5. Так как плоскость P5 это преобразованная плоскость P1, то там откладываются координаты y, которые остаются неизменными, и берем мы их с P1. На P1 мы их измеряем от оси x, 1, 2, до соответствующей проекции точки. Как я уже сказал, размеры я больше показывать не буду, но максимум можно обозначить штришками вот такими, чтобы было понятно, где какая величина. Один штришок показывает расстояние отрезка от оси x1, 2 до точки 1. Два штришка показывают расстояние от оси x1, 2 до точки 2. И три штришка показывают расстояние от оси x1, 2 до точки 3. Отложим эти величины на P5. Для удобства показал прямую M и точки на ней зеленым цветом. Проводим проекции прямых M и L на P5. Вот таким образом. И мы видим, что в этой системе прямая M уже является прямой уровня. Значит, на P5 мы видим ее натуральную величину. Можно это обозначить. Но ищем мы не это, а нам нужно преобразовать прямую M в проецирующую. Мы видим, что это натуральная величина прямой M. Значит, мы можем провести новую плоскость перпендикулярно этой проекции прямой M, тем самым сделать ее проецирующей прямой. Новая ось x5,6 будет проходить перпендикулярно M5. Вот мы ее провели. И теперь давайте построим проекции всех точек прямых M и L на P6. Линии связи в системе P5, P6 проходят перпендикулярно оси x, 5, 6. И давайте отложим координаты, которые будут в проекции P6. Это координаты z, потому что P6 это преобразованная фронтальная плоскость P2. Значит, мы возвращаемся к проекции P2. Через проекцию мы смотрим координаты. Но координаты z мы измеряем не от P1, а от P5. То есть здесь у нас P5, поэтому мы измеряем координаты z от P5, то есть от оси x2, 5 до точек на P2. И что мы видим? У точки M, раз она в этой системе является прямой уровня, все координаты всех точек равны и у точки 1, и у точки 2, и у всех остальных. Значит, нам нужно измерить величину от оси x до точки 1, например. Давайте обозначим это двумя засечками. И координата z для прямой L, для всех точек прямой L, у нас будет измеряться вот этим отрезком от оси x2, 5 до прямой L. Давайте обозначим эту величину одним штришком. Вот эти координаты нам нужно отложить на P6. Давайте сделаем это. И так как все точки прямой M лежат на одной линии связи, а также имеют одинаковые координаты z, то на P6 они спроецируются в точку. То есть по построению получается, что прямая M спроецировалась в точку. То же самое с L. Здесь точки прямой L имеют одинаковые координаты z,
А также они лежат на одной линии связи. То есть на P6 все они спроецировались в точку. Обозначаем спроецировавшаяся прямая M и все ее точки, спроецировавшаяся прямая L. Ну и натуральную величину расстояния между прямыми показывает вот этот отрезочек, потому что он в данном случае перпендикулярен к обеим прямым, но и он занимает положение прямой уровня в данной системе P5, P6. Это натуральная величина отрезка АК. Точка А лежит на прямой М, точка К лежит на прямой L. Значит, запишем это здесь. Они, как и все остальные точки прямой, спроецировались вот в эту точку. На этом, по сути, задача решена. Мы видим натуральную величину отрезка АК, но давайте завершим задачу полностью и найдем другие проекции отрезка АК. Раз в системе P5, P6 это натуральная величина, то на P5 это должна быть прямая уровня, параллельная оси X. Но здесь мы можем провести множество таких прямых, поэтому я возьму одну произвольную из них, потому что отрезок АК мы можем провести через любую точку прямой М. Если вы помните, когда мы решали эту задачу без преобразований, как раз таки точку А на прямой М мы взяли в произвольном месте. То есть здесь это тоже повторяется. Ну и раз мы взяли произвольную проекцию отрезка АК параллельно оси X 5, 6, то уже у нас есть две проекции этого отрезка. Значит, мы можем построить их обратно на всех проекциях. Здесь можно перенести их по линии связи. Точку А переносим по линии связи на прямую М. Ее линия связи оказалась очень близкой к линии связи точки 3, но не важно. Обозначили точку А на P2. И перенесем точку К на P2 на прямую L по линии связи перпендикулярно X25. Вот мы получили точку К2 и отрезок А2, К2. И давайте получим горизонтальную проекцию этого отрезка, также построив точки по линии связи. Вот таким образом мы получили проекции отрезка АК, показывающие расстояние между прямыми М и L на исходных двух проекциях. Тем самым задача полностью решена. Ну и давайте для интереса измерим натуральную величину в сегодняшней задаче. Это 33,66. И измерим натуральную величину из прошлой задачи. 33,64. Опять-таки результат получился тем же самым. Четвертую задачу оставляю на самостоятельное решение. Здесь, как и в предыдущей задаче, вам нужно определить натуральную величину расстояния между параллельными прямыми M и L только способом плоскопараллельного перемещения. Решить эту задачу нужно. Исходные данные остаются теми же самыми. Эта задача обязательно должна быть у вас в тетрадях. Принцип решения вам уже известен. Работаем. На этом четвертое практическое занятие завершается. Всем всего доброго. До свидания.